Сказка о внутреннем солнце и забытом одеяле. В каждом человеке, прямо в сердце, жило свое маленькое сияющее солнце. Оно было особенным, не таким, как то, что светит на небе, а состоящим из радости, любопытства, смелости и бесконечного тепла. Его лучи могли осветить самые темные уголки души и согреть любого, кто оказывался рядом. Когда солнце сияло изо всех сил, человек чувствовал себя живым, полным сил, а его глаза светились так ярко, что другие люди невольно улыбались в ответ. Но порой наступала ночь души. Не та ночь, что приходит с закатом солнца, а та, что окутывала изнутри. И тогда казалось, что внутреннее солнце исчезло. Люди хмурились, их плечи опускались, и они переставали видеть свет в других, а сами ощущали лишь холод и усталость. Почему же это происходило? Разве солнце уходило куда-то? Дело было вовсе не в том, что солнце исчезало. Оно всегда оставалось. Оно было на своем месте, горячее и неизменное. Просто с годами, по мере того, как человек рос и сталкивался с миром, на это солнце начинали набрасываться одеяла забот. Представь себе, первым набросилось тонкое, почти незаметное одеяло. «Не так уж ты хорош!» Оно появилось после чьих-то неосторожных слов, после первого разочарования. Лучи солнца стали чуть слабее, и человеку начало казаться, что его свет не так уж и важен. Потом легло тяжелое, плотное одеяло. Нельзя делать ошибки. Оно появилось после неудач, после страха быть осмеянным. Это одеяло так сильно давило, что человек боялся проявлять инициативу, боясь снова ошибиться. Солнце оказалось под ним, и его тепло стало едва ощутимым. А за ним последовало ворсистое, липкое одеяло. «Ты должен быть как все. Ты думаешь, что ты лучше?» Оно сплелось из чужих ожиданий, сравнений, стремления вписаться в рамки. Это одеяло заслонило яркие, уникальные лучи солнца, которые делали человека особенным. И вот уже его свет стал таким же, как у всех, а то и вовсе незаметным. Иногда на солнце падало даже колючее одеяло. Мир опасен и недружелюбен. Оно возникало после предательств, обид, несправедливости. Под ним солнцу было так больно, что оно начинало сжиматься, пытаясь защититься от колючек, и его тепло почти не доходило до поверхности. Эти одеяла не были злыми существами. Они были созданы из страхов, чужих правил и старых ран. И самое печальное было то, что люди, привыкая к ним, часто забывали, что под этими одеялами все еще светит их собственное солнце. Им казалось, что это и есть их истинный размер, их настоящая сила. Когда человек не чувствовал своего солнца, он начинал искать свет вовне, в чужом одобрении, в материальных вещах, в бесконечной суете.
Он пытался подсветить себя чужими фонариками, но это не давало настоящего тепла. И тогда он переставал видеть солнце и в других людях, потому что его собственный внутренний свет был приглушен. Причина была не в отсутствии солнца, а в одеялах забот, которые его укрывали. Темнота была лишь результатом того, что лучи солнца не могли пробиться сквозь эти наслоения. Человек мог жить годами, не подозревая, что под всеми этими одеялами ждет его собственный, яркий, теплый, живой свет. Иногда достаточно было лишь одного маленького дуновения ветра осознания, чтобы край одеяла приподнялся, и тонкий луч солнца пробился наружу. Этот ветер осознания был особенным. Он не был похож на бурю или ураган, что ломает деревья. Его сила заключалась в его нежности и точности. Он мог пробраться в самые тонкие щели между одеялами, куда не дотягивались никакие внешние силы, никакие чужие советы, никакие попытки встряхнуть человека. Сила ветра осознания была в том, что он исходил изнутри самого человека, а не извне. Он был голосом внутреннего «я», шепотом интуиции, внезапным пониманием того, что что-то не так, что есть что-то большее. Именно этот ветер мог приподнять одеяло, потому что не боролся с ним силой, а мягко, но настойчиво указывал на то, что под ним скрывается необыкновенный свет. Это дуновение могло прийти в моменты тишины и размышлений, когда человек позволял себе прислушаться к себе. Оно могло появиться в виде внезапной мысли: «А что, если это не так?» Или «А что, если я могу иначе?» Иногда ветер сознания приносил с собой крошечное семечко нового желания, новой мечты, нового понимания. И это семечко, прорастая под светом солнца, начинало раздвигать одеяло изнутри, словно нежный, но неудержимый росток. Как только край одеяла приподнимался, и даже самый слабый луч проникал наружу, человек чувствовал крошечную искру тепла. Этого было достаточно, чтобы вспомнить о солнце. Этого было достаточно, чтобы захотеть больше света. И тогда он сам, своей волей, начинал стягивать эти старые, привычные, но такие тяжелые одеяла забот, позволяя своему внутреннему солнцу сиять все ярче и ярче, наполняя его жизнь светом и теплом.